Дорогие друзья, приветствуем вас. Это тетя Лиза Санта-Моника у нас. Сегодня мы у Антохи в гостях. Ко мне в гости приехал комрад, байкер Карстен. Вы многие уже знаете его. И сегодня мы будем готовить аутентичные кёнигсбергские клопсы. Так что не переключайтесь и набивайте кишку вместе с нами. Что для этого Поехали. надо? Ну вот в первую очередь Карстен привез с собой вот эти вот каперсы, да? Раз, два, три, четыре, пять. Лук, картошку мы купили здесь. Килограмм свиного фарша. Вообще фарш можно 50 на 50, свиной, говяжий использовать. Но так как объехали все магазины, что-то говяжьего нету. Купили свиной. Панировочные сухари. И вот это специальный соус такой. Вот, собственно говоря, и все. Сейчас почистим картошку и начнем лепить. Приветствую вас, друзья. Антох, давно тебя не видно было. Ты где пропал-то? Работы много дел. Стройка. А в лес не пойдешь? В лес не пойду. Не приставай. Карстен, приветствуем тебя на канале Рыболов-Копатель. Что мы сегодня будем готовить? Hallo meine Freunde, viel Spaß bei Pawe im Kanal. Ja. Alles Gute. Was cuisine we will... Das wären Königsberger Klopse. Батек, как лошара, чистит картошку. Соус какой-то, мне ничего не трогал. Ich muss die Klopse drin kochen. Kartoffel. Kartoffel da. А, картофель, потом клопсы он будет сварить. Можно... Нет, подождите, соус. Gut? Ну? Нет? Ja, okay. Попробуем? Egal, geht schon. Окей. Я просто, папа, у меня казан 22 литра, я как бы вообще никуда. О, Исаул. Он еще один Исаул идет. Кстати, лук итальянский. Как в пятерочке написали. Ребята, столевары. Берем немножко пепперони. Медитация, друзья. Как следует каперсов туда. Помнишь, в детстве головастиков ловили? Да, похоже, да? Да. Друзья, шеф-повар чуть-чуть добавит просто. Вот так вот. Штришки, можно сказать.
Легкие. Так, выкидай. Как снежки лепит их, ты смотри. Приноровился. Отсылки к Харли Дэвидсону. Надо поберется, присядет. Странно. Я скажу вам, друзья, я уже пробовал несколько лет назад такое блюдо. Мне очень понравилось. В принципе, довольно-таки немного ингредиентов. И, ну так, художественно все готовится, скажем. Интересно, круто. Рекомендую всем попробовать. Кусается? Да не. Смотри, Везувий что делает. Везувий разгоняет ветер. Процесс идет. Готовка движется. Дадим закипеть жидкости, чтобы каперсы отдали свой аромат соусу. Буль, 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 буль. Подожди, Карстен, одну секундочку. One moment. Сейчас. Антоний, ну скажи, что ты ожидаешь от этого блюда и вообще, как ты что же увлекаешься готовкой? Зрелище. И до, и после. Ты не пробовал ранее Нет, не никогда пробовал. кенигсбергские Но клопсы? тефтели-то у нас все пробовали в нашей стране. Там. Мгм. Это своего рода, как бы любая кухня мира, она пересекается. Те же пельмени, они есть во всех странах, там, да, по-своему. Там, равиоли там, в Китае там, и так далее. Также и тефтели. По сути, те же тефтели, только по-своему готовы. Только немного в профиль, так сказать. Да. Мгм. Согласен. Карстен, Königsberger Klops. Good? Sehr gut. Вот раздали чуть-чуть, шеф-повар раздал попробовать. Я считаю, надо еще дать чуть-чуть насытиться, чуть-чуть, чтобы каперсы отдали маленько еще. Соус. Я думаю, 7 минут alles gut. Muss richtig kochen. Ребят, клопсы извлекаются, и потом вот в эту суспензию будет добавляться насыпной соус, который... Вот они, мы попробовали уже, все. Пошло. Вот он соус. Сейчас его мы, собственно, и будем добавлять. Надо вообще сказать, что территория не в одном месте. Ладно, хорошо, завтра решим. Поел, да и завтра где-нибудь и снова. Я аж в медитацию вошел, карта мешает. Картошечка у нас тут подходит. Колдует что-то, колдует. Дядька. Зелье. Das riecht gut. Ароматен. Aber kostet. Ух, стронг. Для гольфа все. So, Soße fertig. Я. Берем каждый шарик и бросаем его туда в суспензию. Опа.
Вот оно пошло теперь. Как орешки посыпались. Теперь дадим немного потомиться этому всему. Essen ist fertig. Пошла работа с шашлычком, друзья. А Антоха знает секрет, надо солью посыпать, да? Угли. Угли, да, не шашлык. Тогда жир будет не загораться. Уже такое было у нас один раз. Да, Кто не кто не смотрел, смотрите, как там. Как Антоха чуть без глаза не остался. Die Soße ist perfekt. Очень хорошо, очень. Я говорю, Везувий какой-то и борода рыжая. Имеем дело с огнем. 10 минут. Ja, ja. Chai? Ja. И десерт. Ребят, тут еще такая интересность вылезла. Короче, Антоха снимал грунт, слой, вот такой вот, под плитку. Плитку уложили, здесь газон засеяли. И получается, прямо по забору, судя по карте старой, проходила граница дороги. Ну, естественно, он прибором решил прозвонить, когда сняли слой, потому что когда трава была в полном размере, скажем так, ну и еще до того, как начинали здесь строительство, он ходил с прибором тоже. Ну, всякие пробки попадались, какие-то советские там находки, фольга и так далее. А вот уже после снятия грунта, то есть, повторюсь, сантиметров 20 было снято, попалась одна очень интересная монета, друзья. Сейчас Антон принесет, покажет ее. Как раз вот там вот, где розы сейчас молоденькие сидят. Монета интересная и не может найти, он и мне присылал, я тоже пытался искать. И ничего не было. А так вот дорога шла, большая-большая. Но это даже не сама дорога, а как бы ее обочина получается. Без, конечно. Фенинги были цинковые, но что странно, как бы обычно признак бедных там мест. Самое интересное, откопал, увидел надпись. Год, в принципе, и надпись, ну, стиль идентичный Сигизмунда монетам, который часто попадается довольно-таки, да, у нас. Но тут интересная приписка. Georg.Fried. А когда перевернул, то вообще удивился. Это вообще не Сигизмунд. И даже не его отец. Похож на Альберта. Да, но это не Альберт. Это вот этот Георг Фридрих. Антох, мне кажется, это какая-то редкая монета. Реально. Ну, а ты, да. ну, ты мне присылал, я пытался найти, я вообще Нет ничего фотографий, да, нет. Только все, что нашел, что это Георг Фридрих, двоюродный брат короля вот этого Альберта, отца Сигизмунда, я так понял. Его поставили регентом Пруссии на 4 года всего. И, то есть монета выпускалась всего 4 года, и именно 588 тысяча, он типа самый вообще прямо редкий. Меньше всего монет было. Это дорога, друзья, а на дороге возможно все. Даже такие чудеса. Никто не сможет пройти твою дорогу, только ты сам. Да. Ребят, скажите, ну, кто находил у себя там на участках возле дома, что находили интересного? Интересно послушать. Потому что, конечно, я удивился очень сильно. Прикольно, вообще такой блеск, ну, штамповка такая вообще четкая. Просто красота. Причем и район не свойственен для подобных монет. Абсолютно. Зачет, Антох. Давай вверх несем. Zwei Kartoffeln für Anton, Frau. Хозяйки дома. Опа. Вау. Запах каперсами такой соусом пошел. Вообще красота. Good. Все. Ой, друзья, какая красотища. Батюшки мои. Ой. Посмотрите. Вы посмотрите. Ой. Это белиссимо, ребята. Das ist белиссимо.
Интересный факт, да? Для жителей этой земли это все необычно. Вкус сбалансированный, очень приятный и интересный. Perfekt. Супер. Антох, ну как оно? Хорошо. Куда без немецкого пива? Так наелись. Карстена еле завели в машину. Все, ребят, спасибо за просмотр всем. По монете пишите, потому что даже не смогли найти, Антох, да? Что за монета у тебя такая? Ну, предлагайте что-нибудь.